Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить с вами очень вкусный киш с лососем. Если кто-то не знает, что такое киш, это пирог такой открытый. Поэтому будет очень вкусно. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк на это видео, потому что меня это будет очень мотивировать снимать для вас дальнейшие ролики. Давайте готовить! Первое, что мы с вами должны сделать, это замесить тесто. Тесто готовится очень просто. Я взяла муку, здесь я буду месить все. Далее у меня масло комнатной температуры, сливочное. Я его выкладываю в муку. Теперь разбиваем в отдельной мисочке 2 яйца. Делаем меланж, то есть яйца вот так разбалтываем, чтобы они стали однородными. Так. И вливаем в муку с маслом. Также все это солим. И теперь я одену перчатку, можно руками, в принципе, это делать. Теперь мы вымешиваем тесто. Вымешиваем достаточно долго, около 10 минут, чтобы оно хорошо все смешалось. И самое главное, чтобы оно не прилипало к рукам. То есть консистенция должна быть именно такая. Вот так я вымесила тесто, к рукам оно не прилипает. И теперь беру обычный пакетик, можно взять пищевую пленку. Кладем его туда, так, заворачиваем, и теперь делаем такую, как вот так вот лепешечку. Теперь мы этот пласт теста кладем либо в морозилку на 15 минут. Надо постоянно за ним смотреть, чтобы оно сильно там не замерзло, да, не как дубина была. Либо мы кладем в холодильник на час. Соответственно, я думаю, многие выберут в морозилку. Так, убираем. Сейчас приступаем к брокколи. Брокколи можно заменить, в принципе, шпинатом. Это на ваш вкус. Но если вы делаете с брокколи, то, соответственно, сырой брокколи лучше не класть, все-таки надо его обдать хотя бы кипятком пару минут. То есть я вот эти соцветия, сейчас лучше ножом, вот так вот отрезаю. Вот эта кочерышка нам не нужна будет. И теперь, или можно чайник поставить, да, разогреться, либо можно в кастрюльке пару минут подержать в кипятке. И потом вынимаем. Теперь берем красную рыбу, у меня семга, и режем на такие небольшие кубики. Она не соленая, просто обычная сырая рыба. Филе. Обязательно надо взять филе, чтобы вы с костями, да, себе не морочили голову. Итак, начинка готова. Брокколи отварились, рыба порезана, и теперь я их просто отставляю в сторону. Буду ждать своего часа. Теперь я вынула уже тесто. Оно как бы мягкое, но уже начинало затвердевать. Поэтому как раз это правильная консистенция. Берем теперь коврик для раскатывания, где будем катать тесто, и раскатываем такой большой пласт. Конечно, это будет зависеть от того, в какой форме вы будете выпекать. Я взяла вот такую разъемную форму. Также вы можете взять стеклянную форму, либо из керамики. На дно я выложила вот такой вот круг, вырезала его из пергаментной бумаги, чтобы он впитывал жирность теста при выпекании. Так, примерно у меня получается, вот если измерить, где-то 27 сантиметров в диаметре. Значит, если у меня диаметр формы 27, мне нужно побольше сделать, то есть я должна раскатать вот такой вот большой круг, так как тесто у нас будет заминаться, да, в эти вот стеночки. Соответственно, получается, оно должно быть шире, чем сама форма.
Так, тесто выкладываю. Катаем его быстро, чтобы оно не таяло особо в руках, иначе просто невозможно будет его потом переложить. Прежде чем достать тесто, мы с вами ставим духовку на 170 градусов. Тесто я раскатала. Теперь вот так вот перекладываю. Аккуратненько снимаем. И теперь закладываю его вовнутрь. Посмотрите, я вот так вот умяла полностью все тесто, хорошо все по стеночкам разровняла. Так, вот здесь что-то. Угу. Теперь берем вилку и хорошо все протыкаем, чтобы тесто не вздувалось при выпекании. Теперь выкладываем еще один лист пергаментной бумаги, аккуратненько. И теперь сюда высыпаем какой-то груз. У меня вот фасоль обычная. Можно засыпать рис, в принципе. То есть это не важно. Разравниваем все хорошо. Груз нам нужен для того, чтобы тесто у нас не вздувалось и оставалось такой же толщины, да, ровной. И кладем выпекаться в разогретую духовку примерно на 15-20 минут. Пока у нас запекается основа для киша, мы с вами начнем делать соус. Здесь у меня молоко. Далее я выливаю сюда сливки 30%. Разбиваю сюда одно яйцо. И теперь самый основной ингредиент — это соус песто. Я его просто купила. Он продается в крупных гипермаркетах, да и просто в супермаркетах. В принципе, его несложно найти. Так, теперь берем венчик и все это хорошо перемешиваем, чтобы яйцо там полностью взболталось. Итак, соус готов. Мы его пока что откладываем. И теперь нам осталось только натереть сыр. Сыр у меня пармезан. Он лучше всего выдерживает температуры в духовке и не становится таким прям жирным. Поэтому лучше использовать его. Я вытащила основу. Тесто пропеклось. Теперь беру груз и убираю его просто. Видите, бумага впитала лишнее масло. Тесто, конечно же, не до конца приготовилось, все правильно, потому что теперь мы будем готовить вместе с начинкой уже. И первое, что мы делаем, это высыпаем сюда сыр на дно. Сыр я натерла не весь из указанного количества, потому что еще мы будем также сверху посыпать сыром после приготовления. Берем рыбу и брокколи. Сначала выкладываем брокколи, ну так, в хаотичном порядке. И теперь берем кусочки рыбы и также выкладываем в пространство вот между брокколи, ну, можно и на брокколи. Начинку все выложили. Теперь еще раз перемешиваем хорошо соус и теперь выливаем его равномерно. Киш почти готов. И теперь ставим его выпекаться примерно на 25 минут. Прошло 25 минут. Киш я вытащила, он приготовился. И теперь сверху мы натрем оставшийся сыр. Далее опять положим в духовку, буквально, чтобы он там расплавился. Ну или же, если вы хотите какую-то такую золотистую корочку, хрустящую из сыра, то можно подержать подольше. Киш с семгой готов, он очень вкусно пахнет, невероятно вкусный, но сейчас я его пробовать не буду, так как он должен немного остыть и уплотниться, чтобы его легко было раскладывать на тарелке, да, и кушать. Вам я также советую это сделать.
Так что обязательно пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный рецепт, ставьте лайк на это видео и увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока!